Всем привет! И сегодня у нас ролик будет про то, как мне будут наращивать вот эти прекрасные волосы. Сегодня я буду ставить себе наращивание горячее. Кератин мы взяли под цвет моих корней, и у меня будет вот 3 цвета. Это на низ, это в серединку и это наверх. Я буду красивая, милированная, вся прямо такая, как я люблю, блондиночка. Смотрите, вы увидите, как это будет. А вы пишите нам свои комментарии, как вам. Многие пишут, что мне и со стрижкой хорошо, но вы, кстати, видите, как отросли мои волосы? Вообще офигенно, под лентой. Если их вот так подстричь, будет супер. Но я не буду стричь. Может быть, сегодня я подстригу себе челку. А сейчас я буду делать себе крутейшее наращивание. Лайки, колокольчики и комментарии. Так как у нас сегодня большой достаточно объем, Жанна ставит себе 160 грамм, поэтому работают два мастера. Мы уже начали отбирать рядочки. Вот у нас височная зона, Маша будет ставить затылок вверх, я пока займусь висками. Что еще сказать? И я не люблю слишком низко, помните, я люблю высокие хвосты, поэтому мне там повыше. Значит, и висок тоже. А висок может быть на угол, висок может быть чуть-чуть так на уголок. Он и есть. Угу. Ну что значит у нас тут есть уже? Мы поставили, почти поставили височек. Вот у нас здесь 6 рядочков стоит у Жанны. Дальше уже стоит низ весь стоит. Я сейчас приступаю ко второму виску. Вот. Мы в процессе. Когда у клиента, это прикол, всего лишь $200 на наращивание. Оп, оп, вот так и ходите. Вот здесь красивая, а вот здесь не очень. Ну, красиво, кстати. Цвет вошел шикарно, между прочим. Мы еще сделали только маленькую часть работы, а цвет уже шикардос как вошел. Хороша чертовка. ТикТок можно снять. Ну. Алло, алло, мы снимаем ТикТок. Кризис ударил, у нас одна петличка на весь салон, извините. Что, Максимка, меня слышно вот так? Да. Просто у меня командный голос мой. Ну что, мы уже почти поставили второй висок, у нас стоит середина, низ. Вот, мы уже в принципе на финишной прямой. Ну и крутим дальше капсулки. Кручу, кручу. Наша управляющая пришла. В коммерческую зону. Да. Всем привет, вы на канале Максимова. Мы уже на финишной прямой. Ставим верхние рядочки. Как кто-то нам написал, коммерческую зону. Да, ну мы прям туда пока еще не зашли, но мы уже близко к этой коммерческой зоне. Кто знает, тот поймет. Так, и что? И... У нас тут нано-внучки, я вижу, может, такие совсем уже чересчур тонкие, не?
Не, я хочу хорошо в это. Ну ладно, ставь. Если тебе нечем заняться, ставь. Ну, я не могу как Смотрите, потом какие ставить наверху. писюльки мы ставим. Это нано-внучки называются. Блин, ну, нано-внучки это по версии... Мы взвесили, у меня 160 грамм, да? Да. Я просто... Это уже даже иголки. Ну да, но это такие совсем нано. Просто может их подлиннее все-таки ставить чуть-чуть. Не короткие они, Алинка. Типа этот кератин? Кератин, Не, ну. очень все хорошо, Жан. Они вот такие, они же не иголки иголистые, а как раз вот для таких капсул. Но я не ставлю здесь слишком тонкие. Да. Здесь прям хорошие такие. Не, мне вот тут тоненькие. Ну, мы еще Да. туда не дошли. Ты помнишь, что мне еще челка нужна? Ты мне там не наставь Ее челку. надо отрезать. Ну так мы отрежем, ты поэтому сюда сильно не ставь. Ну, оставь мне на челку чуть-чуть. Так я вообще туда не подхожу. Молодец. Вот крайне, тут дальше челка, и все будет отрезаться, будет еще в огнях. Жанна Максимова в огнях. А я в пижамке уже своей любимой. Так, все, первый раз сверху стоит. Что у нас происходит? У нас происходит следующий момент. Жанна решила отрезать себе челку. Вслед за мной. Это да. Подтверждаю. Да. Вот. И для того, чтобы челочка красиво, когда лежала ее, нам нужно поставить пару прядочек вот сюда. Треугольнички любимые. Да, треугольничком, чтобы здесь было все. Чтобы на лицо больше ложила. И было, что положить на лицо, учитывая, что челка отрежется. Ложить туда будет нечего. В общем, так. Как-то так. Зачем ты решила челку отрезать? Чтобы быть еще красивее. Во-первых, челка на самом деле молодец. Молодит, да. Давайте будем объективны. Смотрите на меня, я как дитё с челкой. Сразу минус 10 лет. Да, а так как у меня и так 18, я хочу быть... Летний. Да. Поэтому... Слушай, ну они прикольные, их вообще не чувствуют, этих капсул. Жанна, ты тоже пошла фильм смотреть? Ну а что? Но я уже успела сделать коллекцию Биолен. Так, в конце только, да? Да. Маринка, много не стриги. Кончики только. Я знаю твои кончики сантиметров на 10, мне не надо. Я как клиент, жадинка. Только кончики. Только кончики. Кончики, батончики. Ну, красота. О, нормально, красиво. Сильно мне и потом, если что, прострижем. Сильно мне не надо там выскубывать. Уголочек просто этот вот подрежь. Сам, да, немножко. Жанна, как ощущение? Офигенное у меня ощущение, мне все нравится. Пусть хейтеры меня хейтят. Они хейтеры. Они хейтеры, им понравится. Все, мне все нравится, офигенно. Девочки, на нарощенные волосы стрижка делается в 2 этапа. Сейчас мы подстригли просто форму, каркас, мы обрезали длину и сильно ничего не делали.
потому что волосы еще не помыты, на них нет маски, на них нет бальзама. Да, вот когда я их напитаю бальзамчиком, нанесу масочку, я буду видеть, как они лежат, какие они по структуре, они немножко распушатся, раздвинутся, и тогда через 2 недели они чуть-чуть отрастут, лягут правильно, то есть сейчас мы их поставили близко около кожи, им надо улечься, то есть они уже привыкнут к друг другу, мои волосы с ними срастутся, и через 2 недели будет понятно, как это все будет лежать. И когда пройдет 2 недели, если что-то мне будет не нравиться, то я тогда обращусь к мастеру, она мне уже сделает такую глубокую стрижку с проработкой. Сейчас мы просто постригли кончики и посмотрим, надо их напитать и так далее, и так далее. Но мне все нравится вообще, мне офигенно нравится. Супер, пупер. Я красотка. А завтра пострижем мне челку. Потому что мастер устала, говорит, не могу пока смотреть на тебя. Без челки, да. Походи без челки. Ну что, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Наращивание мне делала мастер Алина, помогала ей мастер Маша, капсулировала мастер Алина, а стрижку мне делала мастер Марина. Вот. И я удаляюсь!